Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хочу предложить вам связать красивый японский жакет из очень шикарной, мягчайшей пряжи шерсть мериноса с вискозным шелком. Я считаю, что эта модельчика такая нежная, изящная, будет всегда востребована в женском гардеробе. Подойдет на любой, в принципе, возраст. У нас будет составляться описание сегодня на размер от 42 до 54, поэтому всем, кому интересна данная модель, интересен мой мастер-класс, оставимся на канале. Как всегда в нашем мастер-классе выбор пряжи, спиц. Мы с вами посмотрим схему, разберем, как вязать, то есть будет составлена подробная инструкция по вязанию на много размеров. Свяжем образец узорчика, сделаем влажную тепловую обработку, и я вам расскажу нюансы расположения узора на тот или иной размер. Итак, выбор пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого красивого жакета я выбрала пряжу Yarn Art фирмы, Silk Royale называется. Это в 50 грамм у нас получается 140 метров. Состав 35% вискозного шелка и шерсти мериноса 65%. И, как видите, роскошный состав. Пряжа необычайно нежная, приятная, немножечко такая, видите, она у нас с пушком немножечко, да, так немножечко. И спицы 3,5 будем использовать для вязания. Вот так смотрится наш образец. Здесь связано 2 раппорта в высоту. Ой, вру. 2 раппорта в ширину и 1 раппорт в высоту. Узор средней степени сложности. Думаю, что начинающим он будет, наверное, слишком сложный. Цвет, девочки, цвет, не сказала. 443, такой нежно-голубой турецкой пряжи. Очень хорошего качества. Так, сколько теперь понадобится расход приблизительный, как вы понимаете. Я думаю, что на маленькие размеры достаточно будет у нас где-то 450 грамм. И на размер побольше прибавляйте грамм по 50. То есть где-то на 50 размер, наверное, надо будет брать 500 грамм и выше. Схема узора, девочки, выглядит вот таким образом. Я раппорт выделила зелененьким цветом. Выглядит раппортик у нас 18 петель в ширину и в высоту 28 рядов. Делайте скрин, кому нужно. Вот так, да. Теперь дальше, смотрите. Вот эта схема обвязки, кто умеет вязать крючком, тоже можно сделать скрин. И вот так выглядит выкройка. Уменьшаю. Смотрите, вот такая у нас выкройка идет. Это родная выкройка от этой японской модельки, да. Вот так у нас выглядит обработка выреза горловины и планок. Планка вывязывается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пуговичек у нас будет через равное расстояние. Значит, обвязка будет у нас идти либо крючком, кто умеет, вот по этой схеме, либо я предлагаю резиночкой 1 на 1, поскольку вот здесь планочки по низу, по рукавчику, везде будет резиночка 1 на 1 у модельки.
Вот такая вот нехитрая, в принципе, схемка с выкройкой. Давайте теперь я покажу вам вот такое описание, я всегда составляю. Описание у нас на размеры 42, 44, 48, 50, 52, 54. Про 46 здесь ничего не написано, его действительно нет в описании, но между 44 и 48 в своем разговорном, так сказать, моменте, когда я в конце видео всегда рисую и объясняю, как располагается узор, да, там я заостряю внимание и на 46 размере. Внимательно посмотрите, как я предлагаю найти выход из ситуации. Просто у нас по рапортам, рапорт довольно большой, 18 петель, вот не складывается немножечко 46 размер с нашей плотности. Так, девочки, значит, я это зачитывать ничего не буду. Все это выложено под видео, всегда бывает. Все это мое описание. Подробно рисую, объясняю, откуда какие цифры взялись. Все я это объясняю во второй части видео, когда мы свяжем уже образец, определяем плотность с вами вязания, и после этого идет расчетная часть, где я вам все это рисую и наглядно объясняю каждую циферку, стараюсь обосновать, откуда она взялась. Да? Все, мои хорошие, как расположить узоры, тоже там. А сейчас давайте долго не будем говорить, и, в общем-то, это все вы почитайте сами под видео. Сейчас давайте будем с вами вязать образец узора. Итак, для вязания образца набираем 39 петель, 2 раппорта. У меня будет по 18 петель в ширину. Высоту раппорт, вы знаете, 28 рядов. И мы сейчас с вами начинаем вязать с первого ряда. Итак, у нас с вами первый ряд нашего узора. Первая петля у нас справа, крайне правая идет для симметрии. Мы ее будем всегда провязывать лицевой, то есть я вот вяжу ее лицевой. И далее начинается раппорт узора. Делаем накид, лицевая, и далее 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, скрещенная лицевая, 2 изнаночные, скрещенная лицевая, 2 изнаночные, скрещенная лицевая, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкиным петли, поэтому я меняю местами первую, вторую петельку, вторая поверх первой накидывается, вяжем 2 вместе лицевой. Если вы вяжете классические петли, то вам достаточно просто их связать вместе. Так, дальше идет у нас лицевая, накид, лицевая. На этом раппорт узора связан полностью первого ряда. Повторяется второй раппорт, также вяжется, да? Начинается с накида, начинается с накида, затем идет лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, да, скрещенная лицевая, опять 2 изнаночные, скрещенная лицевая. Давайте самостоятельно. Я еще хочу что сказать, девочки. Значит, все изнаночные ряды у нас будут вязаться, как смотрят петли. Накиды провязываются тоже изнаночными. В изнаночном же ряду те петли, которые мы с вами вязали лицевыми скрещенными, вот эти, они тоже будут вязаться изнаночными скрещенными. Понятно, да? Чтобы вот такая выпуклость была. Так, продолжаем до конца ряда раппорт и вяжем второй ряд, как я вам только что озвучила. Вяжем третий ряд узора. Итак, первая петля у нас всегда будет лицевая для симметрии, и начинается раппорт узора. Лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, скрещенная лицевая, 2 изнаночные, по центру идет скрещенная лицевая, опять 2 изнаночные, скрещенная лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 2
2 лицевые. Связали раппорт узора. Такой же раппорт повторяем. То есть опять идет лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, скрещенная лицевая и далее самостоятельно. Вяжем 5 ряд. Первая петля у нас лицевая для симметрии идет, затем вяжется раппорт узора. 2 лицевые, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, скрещенная лицевая, 2 изнаночные, скрещенная лицевая, 2 изнаночные, скрещенная лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. Раппорт связали. Продолжаем вязать второй раппорт. Точно так же 2 лицевые, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, скрещенная лицевая, 2 изнаночные. И, в общем, продолжаем, девочки, самостоятельно. То же самое. Ряд вяжем, как смотрят петли, накиды вяжем изнаночными. Не забываем про то, что там, где у нас были скрещенные лицевые в изнаночном ряду, эти петли мы тоже вяжем изнаночными скрещенными. 7 ряд вяжем. Первая лицевая для симметрии. Начинаем раппорт узора. Накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Затем вяжется 2 изнаночные, скрещенная лицевая, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, лицевая. Связали раппорт. Точно так же повторяем второй раппорт. Накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные и так далее. 9 ряд у нас с вами. Вяжем. Первая петля лицевая для симметрии. Вяжем раппорт узора. Лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 лицевые. Раппорт связали. Точно такой же раппорт повторяем. То есть лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, еще раз 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная и так далее. 11 ряд вяжем. Первая петля лицевая для симметрии. Начинаем вязать раппорт узора. 2 лицевые, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, скрещенная лицевая, снова теперь 2 вместе лицевой с наклоном, теперь уже вправо, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо,
лицевая, накид, 3 лицевые. Связали раппорт узора. Повторяем такой же второй раппорт. 2 лицевые, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, скрещенная лицевая и так далее. Повторяем. 13 ряд вяжем. Первая лицевая петля для симметрии вяжется. Далее вяжем 2 изнаночные. 1, 2. Скрещенная лицевая. 3 изнаночные. 1, 2, 3. Смотрите, сейчас у нас с вами будет 5 петель следующих. И мы будем их перекрещивать с вами. Можно в любую сторону, но давайте сделаем перекрещивание, предположим, налево. Снимаю я, значит, петли, 5 петелек, да? И первые у меня будут 2 перед работой, следующие 3 за работой. И я их аккуратненько вот так с помощью правой спицы возвращаю на левую спицу. И провязываю я их все лицевыми. Все 5 петель провязала лицевыми. Перекрещивание сделали налево. Можно направо, без разницы. Дальше вяжем 3 изнаночные. Скрещенная лицевая. 2 изнаночные. Скрещенная лицевая. Раппорт узора связали. Повторяем точно такой же раппорт. 2 изнаночные, скрещенная лицевая, 3 изнаночные, 1, 2, 3. И 5 петель перекрещиваем, как я вам уже показывала. Давайте еще раз повторим, закрепим. Мы решили, что будем перекрещивать налево. Первые, вот я 5 петель пересняла на правую спицу. Первые 2 петли у меня будут перед работой. Видите, я их на левую спицу высвобождаю, оставшиеся 3 за работой. И с помощью правой спицы аккуратненько их возвращаю на левую спицу. Вот такой перекрест у нас произошел. И все 5 петель вяжу лицевыми. Все. Продолжаем вязать раппорт. 15 ряд. Первая петля лицевая для симметрии. Начинаем раппорт узора. 2 изнаночные, скрещенная лицевая, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, по центру лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, скрещенная лицевая, 2 изнаночные, скрещенная лицевая. Раппорт связали. Точно такой же раппорт повторяем, да? Там 2 изнаночные, скрещенная лицевая и так далее. 17 ряд вяжем. Первая петля у нас идет лицевая для симметрии. Далее вяжем 2 изнаночные, скрещенная лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 3 лицевые по центру, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, скрещенная лицевая, 2 изнаночные, и скрещенная лицевая. Раппорт связали. Точно так же повторяем второй раппорт. 2 изнаночные, скрещенная лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо,
Повторяем самостоятельно. 19 ряд. Вяжем первая у нас петля лицевая для симметрии. Далее вяжем раппорт узора 2 изнаночные, скрещенная лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, по центру 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, снова накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, скрещенная лицевая, 2 изнаночные, скрещенная лицевая. Связали раппорт узора. Повторяем такой же раппорт, 2 изнаночные, скрещенная лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и так далее самостоятельно. 21 ряд у нас с вами идет. Первая петля у нас лицевая для симметрии. Начинаем раппорт узора. 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, по центру идет лицевая, опять накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, скрещенная лицевая. Раппорт связали. Точно такой же раппорт давайте повторяем. 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая. Девочки, самостоятельно. 23 ряд вяжем. Первая петля лицевая для симметрии, раппорт начинаем с 1 изнаночной, затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, по центру 3 лицевые, 1, 2, 3, снова накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, скрещенная, лицевая. Раппорт связали. Точно такой же раппорт повторяем. Изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 3 лицевые по центру и далее сами самостоятельно. 25 ряд. Вяжем. Первая лицевая для симметрии, затем у нас идут 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, по центру 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево и скрещенная лицевая. Раппорт связали. Повторяем точно такой же раппорт. Начинается он с 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, опять 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 5 лицевых по центру, далее самостоятельно. 27 ряд вяжем. Первая петля у нас лицевая для симметрии, далее вяжется раппорт узора. 2 лицевые, 3 изнаночные, 1, 2, 3, скрещенная лицевая, 2 изнаночные, 1, 2, по центру скрещенная лицевая, 2 изнаночные, 1, 2,
скрещенная лицевая, 3 изнаночные, 1, 2, 3. И у нас 5 петель, которые мы будем сейчас перекрещивать. Смотрите, девочки, здесь у нас, по сути, раппорт узора у нас сейчас заканчивается 3 лицевыми. Но у нас идет плавный переход ко второму раппорту, да, и поэтому мы с вами вот эти 5 петелечек будем сейчас также перекрещивать, как вот здесь. Мы договорились, что направо, то есть налево, и поэтому вот смотрите, то же самое я беру 5 петелечек, снимаю, первые 2 перед работой, следующие 3 высвобождаю, аккуратно переношу их с помощью правой спицы на левую, и все 5 петелечек вяжу лицевыми. Вот, то есть у меня здесь как бы уже задействовано 2 лицевые со второго раппорта, да? Вот. И далее опять идет повтор раппорта. 3 изнаночные, скрещенная лицевая, 2 изнаночные, по центру скрещенная лицевая, опять 2 изнаночные, да? В общем, вы поняли, скрещенная лицевая. Ну, давайте довяжем до конца этот раппорт. 3 изнаночные. И вот сейчас, видите, у меня эти будут просто 3 лицевые. Если у нас раппорты идут, центральные раппорты, то, значит, мы делаем перекрещивание на 5 петлях. Первые 3 петли у нас будут с одного раппорта, следующие 2 с другого раппорта, да? А когда это крайние петли, мы просто вяжем 3 лицевые. Крайний раппорт, если то, здесь завершается просто 3 лицевыми петельками. Вот. Теперь 28 ряд вяжем, и у нас повторяется раппорт с первого ряда. Итак, девочки, когда вы свяжете раппорт узора, повтор идет с первого ряда, то есть с 1 по 28 ряд мы каждый раз повторяем узор. Сейчас нам необходимо, когда мы связали образец, сделать влажную тепловую обработку, чтобы понять, как у нас, в общем-то, какая плотность вязания для дальнейших расчетов это требуется. Итак, горячим паром, утюгом, вот таким образом отдаем наш образец. Тянем его в разные стороны энергично. Он влажный, податливый. Так, еще разочек. Обращаю внимание на края. Именно паром, девочки. Я не глажу его, да, я именно его пропариваю, образец. Так, все, выпрямили края, выпрямили весь образец, пусть сохнет. Измеряем ширину образца. Прикладываем простую линеечку. 19,5 сантиметров получилось. 39 петель задействовано в образце. 39 делим на 19,5. Получаем цифру 2. Запишем. В 1 сантиметре у нас 2 петли. Вот такая плотность. Второй момент. Вертикальная плотность. Теперь по вертикали, то есть в длину измеряем образец 14 сантиметров. И у меня здесь задействовано, сейчас скажу, сколько рядов. Итак, девочки, у меня здесь был связан целый раппорт, и еще 3 ряда я вам показывала начальных. И, в общем, получается 31 ряд, да, и делим на 14 сантиметров, получаем 2,2. Плотность по вертикали запишем. В 1 сантиметре 2,2 ряда. Эти цифры сейчас будем использовать в дальнейших расчетах. Сейчас смотрим выкройку. Вот такая у нас выкройка будет сегодня использоваться в нашем мастер-классе. Это родная выкройка, это модель из журнала японского. И мы с вами давайте сразу определимся с размерами, да, какие у нас будут сегодня участвовать в описании. 42, 44, 48, 50, 52, 54. Ну, про 46 я вам скажу, как, в принципе, тут сделать, чтобы получилось. Это то же самое, что 42, 44, только добавить с 2 сторон некоторое количество петель. Ну, предположим,
по 2 изнаночных, справа и слева. Так, и давайте по распинку. Сколько петелек набираем? Смотрите, я уже определила. Значит, 93, 111, 119 петель на каждый из размеров, которые я вам только что обозначила. То есть, теперь более детально. 46,5 сантиметров будет ширина спинки на 42-44, и это будет составлять 93 петли. Как я определила? Я умножила на 2. У нас плотность по горизонтали в 1 сантиметре 2 петли. Помните, да? Мы только что померили. Вот. Ну и вот таким образом у меня получилось 93 петли. Как я их распределила? Смотрите. Я сделала 93, поделила на число петель в раппорте 18. 93 на 18 у меня получилось 5 раппортов целых, да? Значит, в совокупности 5 на 18 составляет 90 петель. Одна петля у нас, помните, да, вот здесь идет, крайне правую мы вязали в образце, лицевая для симметрии. И 2 кромочные добавляются. К 90 добавляем 1 для симметрии плюс 2 кромочные, получаем 93 петли. Вот. С этим определились. Второй размер 48-50. Почему сразу 48-50? Потому что здесь у нас будет браться 6 раппортов по 18 петель. Также будет 1 у нас петля лицевая для симметрии справа и 2 кромочные. И в сумме, вот видите, я написала, и в сумме это составит 111 петель. То есть здесь было 5 раппортов, здесь 6 раппортов. Так, и по поводу 46-го обещала сказать, но я вам уже сказала. Решаем вопрос с помощью добавок симметрично, справа и слева, n-ное количество петель изнаночных, лицевых, какие хотите, как вам удобнее. Вот, и за счет этого расширяем полотно, незначительно расширяем полотно. Так, что касается 52-54 размера, здесь у нас ширина получилась 59,5 сантиметров. Да, здесь вот во втором размере 55,5 получается ширина. Вот, и мы набираем 119 петель. И как распределяем узоры? Смотрите, также я нарисовала схематично. Это те же самые 6 раппортов по 18 петель. 1 петля лицевая справа для симметрии. И добавляем симметрично по 4 изнаночные справа, 4 изнаночные слева, ну и, соответственно, кромочные. В сумме 119 петель. Вот про это же самое я вам говорил, про 46 размер. Исключительно только там 5 у нас идут раппортов. А так вот добавляйте изнаночные, сколько вам необходимо, на нужную ширину. Ну, я думаю, по 2 петли будет достаточно. Так, теперь что касается выреза горловины, проймы. Смотрите, пройма у нас начинается на высоте по выкройке, если смотреть, 25 сантиметров от планки. Планка у нас будет вязаться резиночкой 1 на 1. При желании делайте лицевые скрещенные, чтобы были более выпуклые такие, да. Но я вообще не люблю скрещенные, поэтому я написала в описании просто резинка 1 на 1. Вот, 8 сантиметров она в высоту у модели. Затем идет ажурная вязка. И как распределить ажур, я вам тоже сейчас только что нарисовала и объяснила. Затем идет закрытие пройм. Читайте, как это сделать внизу под видео. У меня там описание. И вот в целом на все размеры я сделал 10 петель. То есть это 5 сантиметров глубина получилась проймы. На большой размер рекомендую сделать 12 петель. Но для вот моего расчетного удобства я сделала для всех размеров по 10 петель. Вот. Но рекомендую, что на большой размер надо глубже сделать. 6 сделать сантиметров. Смотрите, модель выкройки предусматривает вот такие скос плеча. Это я тоже в описании предусмотрела. На вырез горловины я взяла
Первый размер 39 петель, второй 41 петля, 43 на большой размер я взяла. Вот. И все, что осталось петли плеч. Как сделать скос, сформировать плеча, тоже в описании под видео подробно я рассказываю. Там в 3 этапа. Почитайте. Так, на той же, кстати, высоте он начинается, как и вырез горловины формироваться. Так, теперь про полочки. У полочек, значит, у меня получилось на первые два маленьких размера 42 петли, на второй 57, видите, какая большая разница, и 59. Как располагаем узоры? Но все это есть в описании, но я вам сейчас схематично вот тут себе рисовала, теперь вам объясняю. Это правая полочка. Смотрите, у нас будет для первого размера 2 раппорта по 18 петель, 1 петля для симметрии, и вот здесь я добавила 3 изнаночных слева. В сумме это получилось 42 петли. Вот. Для второго размера полочка у меня получилась вот таким образом выглядящая правая. Левая будет зеркально правой. Смотрите, начинаем с одной кромочной, потом идет лицевая, 3 раппорта подряд по 18 петель, заканчиваем кромочной. В сумме это 57 петель. Третий размер большой, 59 всего получается. И получается также 3 раппорта. В общем, то же самое, как у второго размера, только еще 2 изнаночные слева я добавила. Получилось на 2 петли больше полочка. Вот такая вот у меня получилась арифметика. Конечно же, вы для себя там сами посмотрите. У кого-то бедра узкие, у кого-то широкие, плечи. То есть здесь нужно, конечно, иметь индивидуальный подход. Я вам просто рассказываю, как это можно отразить, моделировать. Да? Как это моделируется с помощью вот этих расчетов. Так, и, в общем-то, здесь... Сейчас об этом тоже заострять внимание не буду. Вырез горловины начинается значительно раньше, чем у спинки. Ну, он, конечно же, глубже у полочки, да. И все это подробно читайте, на какой высоте. Здесь вот на выкройке нарисован 38 сантиметров от планки. Вот так же, наверное, я писала в описании. Да-да-да, я руководствовалась именно этой выкройкой, особенно по высоте. И в совокупности 56 сантиметров у меня получилась длина изделия. Это тоже нужно откорректировать за счет вот этой вот мерочки до проймы. Обычно здесь увеличивают, уменьшают. Поскольку рост у нас у всех разный, обязательно обращайте внимание на длину изделия, девочки. Это стандартная такая мерочка. Ну, вы знаете, японцы, они невысокие, в принципе, да, поэтому это на невысокий рост рассчитана эта моделька. Вот. Рукав. Рукав у нас идет полноценный, длинный. Здесь тоже я рассчитывала по выкройке. Здесь набираем 57 петель. То есть вот так располагаем узоры на рукав. Вот 57 петель у нас на полочке так располагалось. Вот видите. Кромочная, лицевая, 3 раппорта подряд по 18. Заканчиваем кромочной. Вот. И затем у нас идет формирование скоса. После того, как мы свяжем планку 6,5 сантиметров резинкой 1 на 1 и распределим наши узоры, сразу же начинается прибавление с двух сторон по скосу. Вот. И смотрите, здесь я уже написала, самая широкая часть рукава у аката начинается первый размер 77, 79, 81 петля по размерам. Да, это все будет в описании. Скос. Формируем скос. Про вертикальную плотность совсем ничего не говорила. Каждый вертикальный размер переводите обязательно в ряды с помощью вертикальной плотности. Помните, мы считали, в 1 сантиметре 2,2 ряда умещается, да? То есть 34 сантиметра, вот у меня, например, от планки до аката, у рукава 34 сантиметра. Я умножаю эти 34 на плотность 2,2. По вертикали, которые. Получаю 74 ряда, девочки. Я пишу сюда. 74 ряда. Когда будете вязать, не сантиметрами мерите, а рядами обязательно. Вот эту вот мерку. Понятно, да?
И прибавки делаем. Смотрите, из большего числа 77 отнимаем 57. Я даже устно считаю. На примере первого размера рассказываю, как скос считать. Получается 20 петель надо прибавить. У нас 2 скоса, то есть по каждому скосу по 10 петель прибавок идут. Да? Как их распределить равномерно? Для этого мы вот эти вот 74 ряда, высота скоса, делим на 10. Получается 7,4. Такая циферка. То есть либо мы прибавляем в каждом 7-м ряду, но обычно здесь, смотрите, какая хитрость. У нас нет четко 7, да, циферки, поэтому мы будем чередовать. Одну прибавку делаем в 7-м ряду, следующую прибавку в 8-м ряду, в 7-м, 8-м, и так 10 раз. Понятно, да? Вот, все это вот я расписала для других размеров под видео. Не буду загружать видео ненужной, лишней, скажем так, информации, вы сами все рассчитаете. Ну, собственно, вот все, что я хотела вам сказать. Не игнорируем, еще раз повторяю, вертикальную плотность. Обязательно вяжем, как положено, с использованием рядов, чтобы после стирки ваше изделие не вытянулось, это делается. Это такая правильная технология вязания. Это нужно делать обязательно, девочки, иначе после стирки ваша кофточка вместо 5-6 сантиметров станет намного-много длиннее, да? То есть это не в пряже дело, как некоторые считают. Это дело в том, что вы неправильно вязали, не применяли вертикальную плотность, проигнорировали ее. Так, я желаю вам удачи, до новых встреч, мои хорошие.